Я говорю с вами как специалист и как человек, который каждый день видит одну и ту же драму. После 50 лет сердце становится уязвимым, а привычные таблетки– неожиданным триггером беды. В первые минуты важно сказать главное– не все лекарства одинаково безопасны, особенно если их принимают по совету соседей. Исследования, на которые опираются специалисты Всемирной организации здравоохранения и Mayo Clinic, показывают, сочетание препаратов, возрастные изменения сосудов и скрытые болезни могут резко повысить риск сердечного приступа. Я объясню простым языком, какие группы лекарств требуют особой осторожности, как читать инструкции и какие сигналы нельзя игнорировать. Уже сейчас прошу, поставьте лайк, подпишитесь и напишите в комментариях, принимали ли вы лекарства без назначения. Это помогает другим не повторить ошибок. Впереди будет интрига, потому что один пункт удивит даже опытных пациентов и заставит досмотреть до конца. Начну с того, о чем редко говорят вслух. Есть группы обезболивающих и противовоспалительных средств, которые при длительном или неправильном применении могут повышать давление, задерживать жидкость и перегружать сердце. Об этом подробно пишут эксперты National Institutes of Health. После 50 лет сосуды теряют эластичность, и любое вмешательство действует сильнее. Я не называю бренды, важен принцип – если боль возвращается, нельзя просто увеличивать дозу. Вместо этого нужно менять стратегию. Короткие курсы, контроль давления, обязательный разговор с врачом. В качестве мягкой поддержки допускаются народные средства. Настой шиповника, 1 столовая ложка сухих плодов на 500 мл кипятка, настоять 6-8 часов. Пить по 100 мл 2 раза в день курсом до 14 дней. Это не лечение сердца, а поддержка сосудов. И помните, любые травы – дополнение, а не замена терапии. Сейчас момент, где многие напрягутся, и именно здесь я снова напомню, подпишитесь и поставьте лайк, чтобы не потерять важное. Снотворные и седативные средства – еще одна зона риска. После 50 лет они могут угнетать дыхание, снижать частоту сердечных сокращений и маскировать опасные симптомы. Исследования кардиологов European Society of Cardiology подчеркивают, сочетание таких средств с алкоголем или другими препаратами кратно увеличивает риск острого события. Что делать правильно? Начинать с немедикаментозных шагов. Вечерняя прогулка 20-30 минут. Дыхательное упражнение 4-6. Медленный вдох на 4 секунды и выдох на 6. 10 повторов перед сном. Из народных рецептов теплый настой мелиссы, 1 чайная ложка на 200 мл воды, пить за 40 минут до сна не чаще 3-4 раз в неделю. Простые шаги часто работают лучше таблеток. Отдельно скажу о гормональных и сосудистых препаратах, которые принимают без контроля анализов. После 50 лет баланс гормонов меняется, а кровь может становиться гуще. Кардиологические обзоры Cleveland Clinic показывают, самовольные схемы повышают риск тромбоза и сердечного приступа. Правильный подход – регулярные проверки, минимально эффективные дозы и движение каждый день. Базовое упражнение – мягкий насос для вен. Лежа на спине, ноги приподнять на 20-30 см, сгибать и разгибать стопы 1-2 минуты, 2 раза в день. Это улучшает венозный отток без нагрузки на сердце. В питании свекла, запеченная 2-3 раза в неделю, и чеснок 1 зубчик в день с едой, если нет противопоказаний. Эти меры не лечат, но снижают нагрузку на сосуды. И в завершение первых важных выводов, после 50 лет опасность чаще скрывается не в одном лекарстве, а в их сочетании и привычке терпеть. Мировые рекомендации подчеркивают, список принимаемых средств должен знать один врач, а пациент – понимать, зачем каждая из них. Я рассказал, как действовать правильно, какие сигналы тревоги не пропускать и чем можно безопасно поддержать организм. Если было полезно, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео с теми, кому это может спасти здоровье. Подписывайтесь на канал Доктор Здоровья, дальше мы разберем оставшиеся группы рисков и самый неожиданный пункт, о котором почти никто не предупреждает. Спасибо за доверие и внимание. Продолжаю разговор спокойно и честно, потому что дальше тема становится еще серьезнее. Антибиотики
Да, именно они после 50 лет могут косвенно бить по сердцу. Речь не о каждом курсе, а о бесконтрольном применении и сочетании с сердечными препаратами. Клинические наблюдения показывают, некоторые из них влияют на сердечный ритм, удлиняя интервал QT, и человек этого не чувствует до критического момента. Я всегда объясняю пациентам, если на фоне лечения появляется слабость, перебои, головокружение, это не возраст, это сигнал. Поддержка в такие периоды. Вода не менее 30 мл на килограмм веса в сутки, если нет ограничений. И дыхательная разгрузка. Медленный вдох носом, длинный выдох ртом, 5 минут утром и вечером. Из народных средств, допустим, отвар боярышника, 1 чайная ложка плодов на 300 мл воды, кипятить 10 минут. Пить по 50 мл 2 раза в день не дольше 10 дней. И снова напомню, лайк и подписка помогают донести эту информацию до тех, кто еще не знает об опасности. Есть еще одна коварная группа – препараты от изжоги и желудка, которые многие принимают годами. После 50 лет они могут нарушать всасывание магния и калия, а это прямой путь к аритмии. Человек лечит желудок, а сердце страдает молча. Я всегда говорю, длительный прием только под контролем анализов. Если проблема функциональная, а не органическая, начинайте с простых шагов. Ешьте медленно, последний прием пищи за 3 часа до сна, после еды не ложиться. Простое упражнение, сидя на стуле, выпрямить спину, медленно повернуть корпус вправо и влево по 10 раз. Это улучшает моторику ЖКТ. Народный рецепт – теплая вода с ромашкой, 1 пакетик или 1 чайная ложка цветков на стакан, пить после еды 1 раз в день, курсом 7 дней. В середине видео я снова напомню, подпишитесь и напишите комментарий, ваш опыт может помочь другим избежать ошибки. Отдельного внимания заслуживают препараты от давления, которые перестают работать, и человек сам увеличивает дозу. Это одна из самых частых причин сердечных катастроф после 50. Давление не цифра, а реакция организма, и резкие скачки опаснее самого уровня. Я объясняю, если лекарство не держит давление, его меняют, а не удваивают. В помощь дневник давления утром и вечером в одно и то же время. Физическая поддержка – изометрическое упражнение. Сжать ладони перед грудью с усилием на 5 секунд, затем расслабить, 10 повторов 2 раза в день. Оно мягко тренирует сосудистый ответ. Народное средство – настой укропа. 1 чайная ложка семян на 250 мл кипятка, настоять 30 минут, пить по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды курсом 10 дней. Это дополнение, а не альтернатива терапии, и это принципиально важно. Сейчас подходим к пункту, который многих удивляет, и именно ради него стоит досмотреть до конца. Препараты от простуды и порошки от гриппа кажутся безобидными, но после 50 лет они могут резко повышать давление и учащать пульс. Я видел случаи, когда сердечный приступ начинался именно с них, поэтому правило простое. При простуде измеряйте давление перед приемом и через 40 минут после. Безопасная поддержка – теплое питье, покой и дыхание. Упражнения. Лечь на спину, положить ладонь на живот, дышать так, чтобы поднимался живот, а не грудь. 5-7 минут. Из народных средств – липовый чай. 1 столовая ложка на 400 мл воды. Пить теплым 2 раза в день. И здесь я снова прошу, поставьте лайк и подпишитесь. Впереди финал и главный вывод, который меняет отношение к лекарствам навсегда. Подводя промежуточный итог, скажу как врач. После 50 лет лекарства требуют уважения, а не страха. Опасность возникает там, где исчезает понимание. Я не пугаю, я предупреждаю. Сердце редко ломается внезапно, чаще его перегружают постепенно, годами. Правильный путь – 1 врач, список препаратов, регулярный контроль и поддержка образа жизни. Если вы узнали себя или близких, напишите об этом в комментариях, это важно. Подписывайтесь на канал Доктор Здоровья, потому что дальше мы разберем последние группы риска и главный защитный алгоритм для сердца после 50. Спасибо, что смотрите и заботитесь о себе осознанно. Теперь я перехожу к теме, которую многие недооценивают.
противоаллергические препараты старых поколений. После 50 лет они могут сгущать кровь, вызывать сонливость и скрытно влиять на сердечный ритм. Я часто слышу: «Доктор, я пью их годами, и все было нормально». Но именно возраст меняет реакцию организма. Наблюдения, опубликованные специалистами Harvard Medical School, показывают, риск осложнений растет при хроническом приеме без перерывов. Что делать правильно? Использовать минимальные курсы, выбирать современные формы по назначению врача и обязательно контролировать пульс. Мягкая поддержка, контраст для ног. Теплая вода 2 минуты, прохладная 20 секунд. 3 цикла вечером. Это улучшает сосудистый тонус. Из народных средств, допустим, настой крапивы. 1 чайная ложка сухих листьев на 200 мл кипятка. Пить по 50 мл 2 раза в день, 7 дней. И снова напомню, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди еще более неожиданный поворот. Следующая группа – мочегонные средства, которые принимают для снятия отеков. После 50 лет они могут резко снижать уровень калия, а это прямая угроза сердцу. Я всегда подчеркиваю, отек – это симптом, а не болезнь. По данным кардиологических обзоров American Heart Association, неконтролируемый прием мочегонных повышает риск аритмии и внезапных состояний. Правильный алгоритм – выяснить причину отеков и контролировать электролиты. Поддержка без таблеток, подъем ног выше уровня сердца на 10-15 минут 2 раза в день. Простое упражнение – медленное перекатывание с пятки на носок стоя 20-30 раз. Народное средство – отвар петрушки. 1 столовая ложка зелени на 300 мл воды, кипятить 5 минут. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день не более 5 дней. Это мягкая мера, а не лечение. Сейчас важный момент интриги. И здесь я снова напоминаю, если информация ценна, поддержите канал лайком и подпиской. Препараты для разжижения крови, принимаемые без показаний, еще одна скрытая ловушка после 50. Люди думают, что защищают сердце, а на деле повышают риск кровотечений и резких колебаний давления. Международные рекомендации подчеркивают, такие средства назначаются строго по показаниям и под контролем. В быту полезнее сосредоточиться на движении и питании. Упражнения. Ходьба в умеренном темпе 30 минут в день, при которой можно говорить, но не петь. Из народных средств – свекла отварная 100-150 грамм через день и вода с лимоном утром, если нет противопоказаний. Эти меры поддерживают текучесть крови естественным образом и безопаснее самовольных таблеток. Есть и еще один фактор, о котором редко говорят – сочетание лекарств с обезвоживанием. После 50 лет чувство жажды притупляется, а многие препараты усиливают потерю жидкости. Сердце в таких условиях работает на износ. Я всегда объясняю, если нет ограничений, вода – это часть терапии. Простое правило – стакан воды утром, затем каждые 1,5-2 часа по 150-200 мл. Поддерживающее упражнение – мягкая помпа. Сидя, на вдохе слегка напрячь мышцы ног, на выдохе расслабить – 15-20 повторов. Народный вариант – компот из сухофруктов без сахара, 200 мл в первой половине дня. Это восполняет микроэлементы мягко и безопасно. Именно такие мелочи часто решают, будет ли сердце справляться или сорвется в критический момент. Подводя очередную черту, скажу главное. После 50 лет опасность лекарств не в них самих, а в отсутствии стратегии. Сердце любит регулярность, умеренность и понимание процессов. Я намеренно веду это повествование спокойно, потому что страх парализует, а знание защищает. Если вы узнали здесь что-то новое, напишите комментарий, это помогает другим зрителям. Подписывайтесь на канал Доктор Здоровья, впереди финальные абзацы и самый важный алгоритм защиты сердца, который объединяет все сказанное. Спасибо, что смотрите вдумчиво и до конца. Теперь я подхожу к теме, о которой почти не говорят в аптеках. Сочетание лекарств с добавками и витаминами для сердца. После 50 лет организм реагирует иначе. То, что казалось поддержкой, может стать перегрузкой. Я видел, как избыточные дозы кальция или стимуляторов на травах вызывали перебои ритма.
Клинические рекомендации подчеркивают, добавки – это тоже активные вещества. Правильный подход – принимать их курсами и только при дефицитах. Безопасная альтернатива – питание. Рыба 2 раза в неделю, овсянка утром, овощи ежедневно. Упражнение «Спокойный шаг». 5 минут медленной ходьбы, затем 5 минут обычной. Всего 30 минут. Народный рецепт – настой овса. 1 столовая ложка цельного зерна на 400 мл воды. Томить 30 минут. Пить по 100 мл 2 раза в день курсом 10 дней. И снова напомню, поддержите канал лайком и подпиской, дальше будет еще важнее. Отдельно остановлюсь на обезболивающих для спины и суставов, которые принимают перед работой. После 50 лет они могут повышать давление и задерживать жидкость, а человек связывает ухудшение самочувствия с погодой. Я всегда говорю, боль – это сигнал, а не повод заглушить ее любой ценой. Правильная тактика – чередовать нагрузку и восстановление. Упражнение. Лежа на спине, подтянуть одно колено к груди, задержаться на 10 секунд, сменить ногу, по 5 раз на каждую сторону. Это снижает напряжение без таблеток. Народная поддержка – компресс с теплым отваром листа капусты на 20 минут вечером. Простые меры уменьшают потребность в лекарствах и снижают риск для сердца. Сейчас важный момент, и здесь я снова напоминаю. Если вы смотрите это видео, не случайно. Препараты от тревоги и для настроения, принимаемые без контроля, после 50 лет могут менять частоту пульса и давления. Психоэмоциональная нагрузка напрямую отражается на сердце. Международные обзоры подчеркивают сначала режим, сон и движение. Базовое упражнение «Дыхание-коробка». Вдох 4 секунды, пауза 4, выдох 4, пауза 4. 5 минут. Из народных средств настой пустырника. 20 капель аптечной настойки на воду 1 раз в день вечером, курсом до 14 дней, если нет противопоказаний. И снова подпишитесь и поставьте лайк. Впереди ключевой вывод, который меняет отношение к лекарствам навсегда. Я часто вижу одну и ту же ошибку. Человек отменяет препарат резко, потому что стало лучше. После 50 лет это особенно опасно. Сердце не любит резких движений. Отмена и замена всегда делаются постепенно. Поддержка в этот период – стабильный режим дня. Упражнения. Утренняя растяжка шеи и плеч по 5 минут снижает утренние скачки давления. Народное средство – теплая вода с медом. 1 чайная ложка на стакан утром, если нет диабета и аллергии. Это не лечение, а мягкий запуск обмена. Такие мелочи формируют устойчивость сердечно-сосудистой системы и уменьшают риски. Подводя очередной итог, скажу прямо. После 50 лет лекарства требуют стратегии, а не интуиции. Сердце – орган выносливый, но оно не прощает системных ошибок. Я делюсь этим не для запугивания, а для защиты. Если информация откликнулась, напишите комментарий. Это важно для других зрителей. Подписывайтесь на канал «Доктор Здоровья», потому что впереди финальные абзацы и главный алгоритм, который объединит все сказанное и поможет сохранить сердце сильным. Спасибо, что остаетесь до конца и заботитесь о себе осознанно. Теперь я перехожу к тому, что часто остается за кадром – самолечению по старым назначениям. После 50 лет организм меняется быстрее, чем привычки, и таблетки, которые помогали 5 лет назад, сегодня могут стать опасными. Я всегда подчеркиваю, возраст – это не цифра в паспорте, а изменение работы печени, почек и сосудов. Именно поэтому дозы и схемы требуют пересмотра. Правильный шаг – раз в год полный список лекарств на стол врачу. Поддержка без таблеток. Утренняя активизация. Медленное вращение плеч, локтей и кистей по 10 раз. Затем 5 минут спокойной ходьбы по дому. Народное средство – настой шиповника с боярышником. По 1 чайной ложке плодов на 500 мл кипятка. Настоять ночь, пить по 100 мл утром курсом 10 дней. И здесь снова напомню, поставьте лайк и подпишитесь, потому что дальше ключевая ошибка большинства. Очень часто после 50 лет люди смешивают лекарства с алкоголем по праздникам, не считая это проблемой.
Но именно такие сочетания становятся последней каплей для сердца. Даже небольшие дозы алкоголя могут усилить действие препаратов на давление и ритм. Я говорю об этом прямо, потому что вижу последствия. Правильная тактика – четкое правило. В дни приема лекарств алкоголь исключается полностью. Поддерживающие упражнения – вечерняя прогулка в умеренном темпе 15-20 минут вместо расслабления за столом. Народная альтернатива – теплый чай с мятой. 1 чайная ложка на стакан воды. Пить медленно вечером. Эти простые замены снижают нагрузку на сердце и нервную систему. Сейчас мы подходим к еще одному скрытому риску – ночному приему препаратов, чтобы не забыть. После 50 лет ночная нагрузка на сердце особенно чувствительна, и некоторые лекарства лучше переносить на утро или день. Я всегда объясняю, время приема – это часть лечения. Нарушение биоритмов может свести пользу к нулю. Полезная привычка – напоминание и органайзер для таблеток. Упражнение перед сном – мягкая растяжка икр. Сидя, вытянуть ноги и потянуть носки на себя – 10-15 секунд. 5 повторов. Народный рецепт – теплое молоко с щепоткой куркумы вечером, если нет противопоказаний. И в этот момент я снова напоминаю – подпишитесь и поддержите канал лайком. Финал уже близко. Я не могу не сказать о стрессе, который усиливает действие любых лекарств. После 50 лет нервная система дольше восстанавливается, а сердце реагирует резче. Часто человек принимает таблетки правильно, но живет в постоянном напряжении, и эффект становится противоположным. Правильный подход – снижать фон тревоги ежедневно. Простое упражнение – плечевой сброс. Поднять плечи на вдохе, резко опустить на выдохе 10 раз подряд. Народное средство – настой валерьяны. 1 чайная ложка корня на 250 мл кипятка. Настоять 30 минут, пить по 1 столовой ложке вечером курсом до 7 дней. Спокойствие – это тоже профилактика сердечного приступа. Подводя еще один важный итог, скажу честно. Сердце после 50 лет защищает не одно средство, а система. Таблетки, движение, режим, питание и внимание к сигналам тела работают только вместе. Я намеренно повторяю ключевые мысли, потому что именно повторение формирует безопасность. Если вы чувствуете, что это видео помогает вам иначе взглянуть на здоровье, напишите комментарий, это важно для сообщества. Подписывайтесь на канал Доктор Здоровья. Впереди последние абзацы и финальный алгоритм, который стоит сохранить и пересматривать. Спасибо, что вы со мной и доходите до сути. Теперь я хочу затронуть тему, которая редко звучит громко – отсутствие регулярных обследований. После 50 лет многие живут по принципу «если не болит, значит все нормально». И именно это создает иллюзию безопасности. Сердце может долго компенсировать нагрузку, пока в один момент не срывается. Я всегда говорю, лекарства без контроля анализов – это игра вслепую. Минимум раз в год нужны давление, пульс, базовые анализы крови и ЭКГ. Поддержка в повседневности – утренние измерения давления 5 дней подряд раз в месяц. Упражнения – медленное приседание до стула и подъем 10 раз, без рывков. Народное средство – настой листа смородины. 1 столовая ложка на 300 мл кипятка. Пить по 100 мл днем 7 дней. И снова напомню, лайк и подписка помогают донести это до 1000 людей. Есть еще один момент, который подтачивает сердце незаметно – сидячий образ жизни на фоне приема лекарств. После 50 лет длительное сидение замедляет кровоток, а препараты усиливают этот эффект. Я объясняю просто. Таблетка не заменяет движение. Правильный минимум – вставать каждые 40-60 минут и двигаться 2-3 минуты. Упражнение. Стоя маршировать на месте, поднимая колени на комфортную высоту. 60-90 секунд. Народная поддержка – теплая вода с ломтиком имбиря утром, если нет противопоказаний. Эти простые действия снижают риск тромбов и перегрузки сердца. И если вы досмотрели до этого момента, обязательно поддержите видео лайком. Сейчас я подхожу к одной из самых частых ошибок – игнорированию ранних симптомов.
После 50 лет усталость, одышка или тяжесть в груди часто списываются на возраст, но именно так сердце просит о помощи. Я всегда говорю пациентам, лучше 10 раз проверить и успокоиться, чем 1 раз не успеть. Правильное действие при повторяющихся симптомах – обратиться к врачу, а не менять таблетки самостоятельно. Упражнение – контроль дыхания при нагрузке. Шагать 5 минут и следить, чтобы дыхание оставалось ровным. Народный вариант – отвар шиповника с медом, 200 мл днем курсом 7-10 дней. И здесь снова напоминаю, подпишитесь, впереди финальные выводы. Нельзя обойти стороной и тему сна. После 50 лет недосып усиливает побочные эффекты любых лекарств и повышает давление. Я часто слышу: «Я привык спать по 5 часов», но сердце к этому не привыкает. Правильный ориентир – 7-8 часов сна в одно и то же время. Упражнение перед сном – медленное растяжение спины. Лежа подтянуть колени к груди на 15 секунд. 5 повторов. Народное средство – теплый настой лаванды. 1 чайная ложка на стакан воды. Пить за 30 минут до сна 5-7 дней. Эти меры снижают ночную нагрузку на сердце и улучшают восстановление. Подходя к финалу, скажу самое важное. После 50 лет здоровье сердца – это осознанность каждый день. Лекарства могут спасать, но только когда они вписаны в систему. Я делился этим знанием, чтобы вы могли действовать правильно, а не наугад. Если вы нашли здесь полезное, напишите комментарий, это помогает другим зрителям. Подписывайтесь на канал Доктор Здоровья, впереди заключительные абзацы и финальное обращение, которое стоит услышать каждому. Спасибо, что остаетесь внимательными к себе и доходите до конца. Сейчас я хочу собрать все сказанное в один понятный принцип. После 50 лет сердце требует не героизма, а дисциплины. Самая частая ошибка – ждать последнего звоночка. Его может не быть. Я всегда советую относиться к лекарствам как к инструментам. Каждый имеет свое время, дозу и цель. Утро для контроля давления и пульса, день для движения, вечер для восстановления. Простое упражнение на каждый день – медленная ходьба с осознанным дыханием 20-30 минут, без спешки. Народная поддержка – теплая вода утром натощак 200 мл для мягкого запуска обмена. Эти действия формируют базу безопасности, и если вы дошли до этого момента, поставьте лайк, это знак, что тема действительно важна. Я часто слышу вопрос: а можно ли полностью обойтись без лекарств? После 50 лет честный ответ таков: иногда нет, и это нормально. Опасность не в самих препаратах, а в отсутствии понимания, зачем они нужны. Сердце благодарно, когда человек соблюдает режим и не экспериментирует. Упражнение для поддержки – утренний старт. Сидя на кровати, медленно вдохнуть, потянуться вверх, выдохнуть. 5 повторов. Народный вариант – овсяный кисель 1 раз в день в первой половине дня курсом 7-10 дней для мягкой поддержки сосудов. И здесь я снова напомню, подпишитесь на канал, потому что такие знания должны быть под рукой, а не искаться в последний момент. Важный момент, о котором редко говорят, ответственность за сердце – это не страх, а привычка. После 50 лет выигрывает не тот, кто пьет больше таблеток, а тот, кто слушает тело. Если препарат вызывает сомнения, это повод задать вопрос, а не терпеть. Полезная практика – раз в неделю короткий самоопрос. Как сплю? Как дышу, как реагирую на нагрузку. Упражнение – тест разговора. Во время ходьбы вы должны спокойно говорить фразами, если не получается, снизьте темп. Народная поддержка – отвар шиповника 150 мл, днем 2-3 раза в неделю. И именно здесь я снова прошу, поддержите видео лайком и напишите комментарий, ваш опыт важен. Подходя к финалу, скажу как врач и как человек – сердце после 50 лет не любит крайностей. Оно любит регулярность, внимание и уважение. Все 7 групп лекарственных рисков, о которых мы говорили, становятся опасными только тогда, когда исчезает контроль. Правильное действие – не отменять и не добавлять ничего самостоятельно. Упражнение на каждый вечер – медленное дыхание лежа, 5 минут с удлиненным выдохом. Народное средство – теплый травяной чай без сахара вечером, как ритуал замедления.
Эти простые шаги снижают риск сильнее, чем кажется. Если вы чувствуете ценность этой информации, обязательно подпишитесь на канал «Доктор Здоровья». Подходя к финалу, скажу как врач и как человек, сердце после 50 лет не любит крайностей. Оно любит регулярность, внимание и уважение. Все 7 групп лекарственных рисков, о которых мы говорили, становятся опасными только тогда, когда исчезает контроль. Правильное действие – не отменять и не добавлять ничего самостоятельно. Упражнение на каждый вечер – медленное дыхание лежа, 5 минут с удлиненным выдохом. Народное средство – теплый травяной чай без сахара вечером, как ритуал замедления. Эти простые шаги снижают риск сильнее, чем кажется. Если вы чувствуете ценность этой информации, обязательно подпишитесь на канал «Доктор Здоровья». В завершение хочу поблагодарить каждого, кто досмотрел это видео до конца. Вы уже делаете главное – выбираете осознанность. Сердце после 50 лет можно сохранить сильным, если действовать не из страха, а из понимания. Я надеюсь, это повествование помогло вам иначе взглянуть на лекарства и свое здоровье. Поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Иногда один совет спасает годы жизни. Подписывайтесь на канал «Доктор Здоровья», впереди еще много важных тем простым и честным языком. Спасибо за доверие и за то, что вы заботитесь о себе и своих близких.